Здравствуйте, мои дорогие! Меня зовут Юля, я рада приветствовать вас на своем канале. Хочу сделать для вас сегодня расклад на тему отношений с вашим любимым человеком, чтобы вы понимали, что происходит в ваших отношениях на данный момент. Буквально в течение сегодня, завтра, пару дней. Будем смотреть. Так, сила. Что это? Ну, сильнейшее притяжение между вами. Возможно, меряетесь силами. Ух ты, старшая аркана Иерофант. Ну что ж, отношения могут быть довольно серьезные. Намекают нам карты Таро. Давайте смотреть на данный момент. Что у нас волнует? Что волнует в данных отношениях? Так, волнует какой-то период праздника предстоящего. Но смотрите, сейчас будем раскрывать каждую позицию, потому что здесь возможно даже участие третьих лиц. И это действительно волнует. Что влияет на эту ситуацию? Женщина. Угу. Что сейчас в отношениях? Семейное. Ну, смотрите, как кто-то из вас человек семейный и находится сейчас в семье. Это то, что сейчас вот происходит. Сейчас я вижу ситуацию именно связанную с мужчиной. То есть нам его показывают, да, больше, чтобы раскрыть для вас эту ситуацию. Что растет в отношениях? Разрушение будет. Каждую позицию потом буду объяснять, каждого расклада. Будет очень интересно, оставайтесь. Что растет? Что убывает в отношениях? Колесо фортуны. Угу. Будем рассматривать. Что во тьме, что скрыто. Что явно. Куда идут отношения? Притяжение остается. Угу. И тайна. То есть то, что получат. Так. Что ж, будет некий кризис. Ничего, мы ко всему готовы. Вот даже к такой головной боли, поэтому спокойно относимся ко всему. И будем сейчас смотреть. То есть та ситуация, которая сложилась в отношениях сейчас между вами, некие волнения идут из-за того, что здесь присутствуют действительно третьи лица, которые вмешиваются в отношения. В отношениях со стороны мужчины, да, либо со стороны вашей. Но, опять же, влияет на всю эту ситуацию именно ваша позиция. Насколько вы относитесь к этому просто, легко, серьезно. Давайте будем раскрывать, что именно нам хотели сказать здесь. Уберем части этого расклада. Расклад называется «Тайная жрица», потрясающе объясняет, раскрывает ситуацию отношений на данный момент, на более длительный период, на который загадываем. Да? И я очень часто использую его в личных консультациях. Посмотрим ситуацию, то, что волнует, и то, что напротив. Раскрыть более серьезно. Да? Ну, зависшая ситуация сейчас, которая спутывает буквально руки, сознание обоих партнеров, и вам сложно действительно предпринимать какие-то действия в данной ситуации. Сейчас отношения требуют некой перезагрузки, перерождения. К этому все идет. То есть насколько в данной ситуации вот из повешенного, да, из зависшей ситуации, с закрытыми глазами, когда абсолютно ничего не понятно, пара решится действительно перейти на уровень возрождения, настолько серьезно и быстро будут развиваться дальше события. Потому что здесь мужчина настроен очень-очень серьезно в плане того, что, ну, не знаю, у него горит это страстный мужчина, который направляется в вашу сторону, готов над отношениями работать, готов вкладываться в них, показать себя, можно сказать, с лучшей стороны. Но тут, я бы сказала, показать себя со стороны как страстного мужчины, который хочет именно так доказать, да, насколько он любит вас. Вот. Но мужская любовь, она интересна тем, что начинается как раз со страсти. Если это начальные отношения, вообще идеально просто. Что ж, в вас он видит достойную для себя женщину, которая знает себе цену, которая требует к себе достойного внимания, да, которая не будет просто так вот бегать за мужчиной. И
Но это положительные такие карты выпадают на ситуацию, вот именно та, которая влияет. Влияет на это то, что вот ваша позиция на развитие, хорошее развитие этих отношений, то, что ваша позиция именно, возможно, как рекомендация карт, вести себя именно вот так, да, когда вы спокойны, уравновешены, когда у вас, ну вот, все при себе, все есть, и мужчина готов тогда покорять горизонты. Давайте раскроем еще. Трансформация сейчас проходит в отношениях, и это действительно влияет на эту ситуацию. Да, но каждый будто закрыл. Спутанное сознание влияет на эту ситуацию. Но чувства есть, глубочайшие чувства, которые зарождаются, буквально новое что-то, которое хотел бы показать вам мужчина. Зажимает, очень долго думает. Но здесь, во-первых, идет какой момент? Здесь явно видно, что кто-то разочарован. Разочарование какое-то есть, потому что один зажимает чувства, да, действует вот именно логически, что-то отсекая, какое-то неправильное действие, возможно, да, партнера, либо слова. Ну, в любом случае здесь, наверное, обои подарок судьбы друг для друга, потому что каждый пытается, зажав чувства, да, отвернувшись в момент, когда к нему поворачивается партнер лицом, отворачивается другой, поворачивается спиной. А вот такая ситуация, как в сказке «Лиса и журавель», когда нет договоренности. Ну что ж, будем смотреть дальше, раскрывать дальше каждую позицию, каждую ситуацию. Но влияет здесь, видите, на отношения женщина. То есть от вас зависит многое. Он выступает здесь как король кубков, вы как королева кубков. То есть вы тут даже показаны одной стихией. Хоть и сейчас, да, кто-то находится в семье. Возможно, действительно здесь не просто какие-то супружеские отношения, здесь действительно может быть треугольник проигрываться, либо четырехугольник. Но вполне вероятно, что мужчина, находится просто в семье для того, чтобы решать какие-то проблемы, вопросы сейчас, и находится, ну, наверное, не возле вас сейчас. Если и возле вас, да, то тогда вы его семья. Вот тут любовь. Будем смотреть дальше. Чем вы влияете вот так на отношения? Почему, я бы хотела знать, почему ваше влияние идет такое сильное? То есть на данную ситуацию, да, которая вот образовалась вот в течение 2 дней, да. Девятка мечей. Ну, кто-то переживает, трудно. Смотрим на мужчину. Это мужчина. Мужчине сейчас трудно принимать какие-либо вообще взвешенные решения, да, трудный путь. Возможно, ночью, да, у него какие-то сильнейшие переживания по поводу вас. Ну, видите, он здесь выступает королем пентаклей. Это мужчина. Мужчина все-таки семейный, да, либо готовый к семье. Но думает он о вас. Думает о вас, и на дне колоды императрица. Вы для него самая яркая, самая прекрасная женщина, которая только может быть, да, существовать для мужчины в его фантазиях, в его реальности. Это вы, это императрица. Хорошо, раскрываем дальше. То, что сейчас. Давайте посмотрим, что сейчас действительно в его жизни. Почему нам показывают семью. Будем узнавать, смотреть, что происходит, да, в его жизни. Пускай нам покажут карты Таро. Точка. Он, находясь в семье, он хочет поставить точку на старых отношениях, старых каких-то. Ну, пожалуйста, после точки это сильнейшее движение. Посмотрим, куда он двигается. С подарком. Замечательно. Да. Но тут блокировка какая-то идет. Возможно, все-таки кто-то отталкивает, кто-то как бы запасает свою энергию для того, чтобы, скорее всего, защитить себя, да, но идут разочарования. Идут разочарования у человека. Он видит вас парой. Вы пара, наверное, даже и перед Богом, потому что здесь колесо фортуны выпадает. Хотя и на позицию то, что убывает, да, но будто бы судьба говорит, что теперь все в ваших руках.
Вы теперь владеете этой ситуацией, да, и теперь вам нужно будет двигаться, да, вот по карте колесница, старший аркан выходит. Но мужчина собирается двигаться в вашу сторону. Если он в семье, да, сейчас, то расклад идет на вас, да, то в вашу сторону идет движение мужчины. Он ставит точку по десятке мечей, ставит точку на прежних отношениях, на старых отношениях, решает это и движется в вашу сторону. Вы пара. Ну что ж, давайте дальше посмотрим. Давайте смотреть дальше. Пускай раскроют нам дальше ситуацию. Карты. Да, там женщина, которая заставляет его... Вы знаете, да, ситуация такая, что то место, где находится мужчина, да, вот те стены, эти отношения, создавая вот такую зависшую ситуацию, когда один скучает, не видит шансов, да, каких-то подворачивающихся вам. Вот. Но человек на всех парах, катушку мозг, да, здесь вот даже очень интересно так обозначена. Карта ярко говорит о том, что здесь интеллект играет немаловажную роль, когда человек вот именно принял решение, да, и будет действовать. Двоичный код, да, так называется, код, который применяется в компьютерных, да, каких-то программах. Так, давайте дальше раскрывать ситуацию. Интересно закрутилась. Так, прервалась съемка, но я исправляюсь и продолжаю. Так, рассматриваем вот эту позицию, которая нам должна показать, что у нас убывает. И почему убывает, почему нам показали именно колесо фортуны. Возможно, ситуация в вашей паре была таковой, что когда человеку приходилось немножечко вилять, да, как-то воровать ваше время, то появляясь, то исчезая. И вот такие циклические какие-то периоды, да, циклические моменты, они не устраивали, конечно же, ни вас, наверное, и его. Давайте раскроем вот эту ситуацию еще. Но колесо фортуны также показывает то, что в итоге увеличивается судьбоносность этих отношений, с одной стороны, да, и с другой стороны, будто бы сама судьба, сами высшие силы говорят, что все, теперь все в ваших руках, теперь вы будете двигать, да, эту ситуацию. Теперь вам решать, какой выбор делать. Давайте раскроем это более глубоко. Да, ну тут человек действительно хочет продвигаться в этих отношениях, прилагая некоторые усилия для того, чтобы... Некоторые усилия, это знаете как? То есть прийти не просто так. Вы чему-то научились в начале создания вашей пары, в начале создания отношений. И сейчас нужно уже как-то более серьезно понимать, да, что происходит, как-то более серьезно подходить к самому процессу отношений. Здесь идет в любом случае. Человек не хочет вас отпускать, он хочет видеть вас только своей женщиной и, возможно, готовит вам подарок. То есть тут уже более серьезное проявление, не просто так пришел, ушел, да, вот как нам показывает колесо фортуны, а это уже конкретное движение в вашу сторону. Так. Угу. Здесь какая-то... Я бы, конечно, не хотела говорить, что здесь магия какая-то, но вот по этим 3 картам вполне возможно. Луна, маг и посреди еще 2 мечей. Так, а кто это магичит у нас? Просто интересно. Ну, конечно, еще и карта смерти. Ну, конечно. Что это такое у нас? Угу. Вы знаете, будто бы мужчина каким-то образом хочет вас подсадить на себя. Подсадить на себя, на то, чтобы вы постоянно думали о нем. Как-то хочет запутать вас. Тут больше проходит манипуляция. Давайте отложим в сторону
магические наши штучки, да, в шаманство, все то, что у нас сейчас происходит, да, в данный момент, и посмотрим со стороны другой, психологический, что-то типа НЛП, правильно? Когда человек хочет просто влиять на вас. Но тут еще, знаете, двоякая ситуация, двоякие такие могут быть моменты, когда у него сейчас в жизни процесс еще не налажен полностью, он еще не вышел из каких-то отношений, и у него идет влияние именно женской лунной энергии на него. Но опять же идет сильная трансформация сейчас в жизни человека. Вот утрированное понятие трансформации, но здесь реально меняется абсолютно все. Сознание, поведение, понимание вообще смысла жизни и так далее. Что, в принципе, человек принимает как? Ну, пока это вводит его в такой некий транс. Он отворачивается от того, что у него есть хорошее, да, он не видит, и видит только вот разлитые кубки, когда все плохо. Вы, например, не ответили ему сообщением каким-то, да, человек просто, у него, ну, сознание претерпевает такие конкретные изменения, он не понимает, что происходит, ну и так далее, да, то есть вот эти моменты, это так еще самый такой низший уровень, вот, но человек сейчас действительно меняется в какую сторону? В понимании того, что вы его главная женщина, что он может вас потерять, и что если он не будет применять силу мага, это тут больше как не магия, да, будем говорить уже о той силе, когда мужчина, имея все ресурсы в своем управлении, действует в сторону женщины правильно, целенаправленно, да, для завоевывая ее. Вот тогда действительно будет толк. Ну что ж, посмотрим, что это у нас такое. Звезда. Но тут действительно расстояние между вами показывают. Расстояние между вами и завершение этапа. Мужчина будет завершать этап со старыми отношениями и с женщиной, которая ему уже как бывшая, да. И если там есть таковая, кто там, мать, не знаю, все что угодно может быть, да, потому что вас показывают в кубковой парой, влюбленные. Два человека, которые любят друг друга, тянутся к друг другу, чувствуют друг друга на расстоянии. Здесь идет завершение. Вы для него яркая звезда, которая манит, которая не дает ему ночами спать, не дает покоя. Очень интересно. Ну и новый этап, новые по карте мир. Да, тут тоже расстояние, конечно, может проигрываться, но и также завершение этапа. Завершение этапа, видите, с женщиной, которая сейчас рядом с ним и которой чувства у него остыли. Да, будет проявляться в вашу сторону. Немножко холодный, да, после отношений. Ну, тут намерение серьезное у человека. Человек, который познал суть бытия, понял, где черное, где белое, да, понимает теперь смысл жизни, и он понимает, кто вы для него. Ну, со всей страстью будет направляться в вашу сторону. Будем смотреть. Будет ли направляться, хочет, так точно. Будем смотреть. Так, хорошо. Смотрим позицию, что у нас сейчас растет. Почему растет разрушение? Что это так страшно тут показывает? Возможно, какой-то скандальчик намечается. Но тут немножко посерьезнее. По старшему аркану башня — это как ковер, вырванный из-под ваших ног или из-под ног партнера. Будем смотреть. Сейчас нам карты покажут, что здесь имеется в виду. Да, но кто-то, смотрите, кто-то все-таки будет вот этот момент разрушения. Почему? Потому что кто-то не отпускает старое. Кто-то смотрит на эти развалившиеся кубки, на утекающие чувства какие-то. То есть вот тут какие-то старые отношения. Кто-то старое не отпустил. И не видит вот целеньких, да, наполненных кубков, которые рядышком стоят. Вот просто повернуться и увидеть вот этот клад, который за ее спиной. Поэтому высшие силы говорят, сейчас, сори, но будет разрушение, и придется принимать факты, да, как есть. То есть те люди, которые это разрушение не приняли и скорбят над утратами, ну, ничего не получат. Но те, которые на этом пепелище ненужного
хлама на этом чистом поле создадут новое, чистое, действительно получат все. А вот это все, смотрите. Девятка пентаклей. Шикарная карта на отношения тоже, да, то есть это говорит о том, что если вот то, что сказано было выше, смотрите, магия какая проходит, будет создана каждым из вас, каждый из вас получит то состояние, когда состояние наполненности, состояние действительно как бы победы над собой, на то, что и на разрушенном можно построить храм любви, храм даже вот собственно, да, вот как-то отношение к себе поменять абсолютно. Ну и что здесь еще говорит? То, что ваш партнер видит в вас сексуальную, шикарную женщину, самодостаточную, и очень скучает за вами. Так тоже можно сказать именно по данному раскладу. Давайте посмотрим еще. Ну, такая устоявшаяся ситуация, ну и тем более, возможно, мужчина думает уже о доме с вами. Да, зависшая ситуация сейчас продолжается, но она будет сменена довольно солнечными событиями. Посмотрим причину. Выбор. 3 старших аркана, пожалуйста. Вот она судьба, которая сворачивает удочки и говорит: теперь настал ваш черед, теперь ваш выбор. Хватит висеть. Хватит сейчас вот то общение, которое было между вами, та ситуация, которую вы создали, уже настолько подвисла, что пора бы уже поддать жару, поддать огня. И жизнь поставить в такие рамки, что придется делать выбор. Выбор может быть любым, между партнерами. Но здесь более глобально. Здесь либо отпустить ситуацию старого, прошлого, искоренить, изжитое, просто убрать, да, то, что умирает. Тут даже не умирает, тут оно просто исчезает. И нельзя скорбеть уже, да, о старом. И решиться на что-то новое. Но тут чувство глубочайшее. Но тут же есть и выбор, да, есть выбор. Посмотрим. Новый путь, новый шаг, где-то даже риск начать новое. Вот и выбор, понимаете, как здесь классно говорят. После разрушения придется принимать решение действительно очень важное для себя. Либо отпускаем прошлое и движемся в абсолютно новое, просто ни с чем. Вот здесь разрушено все, просто вот и ничего даже в руках не осталось, ни котомочки. Здесь же шут имеет вот буквально просто пустоту, в голове даже пусто, настолько полная очистка происходит. Вот. И на такой риск идти, буквально делать первый шаг, важный шаг. В этом состоит выбор. Пуститься в что-то новое. Будет новый путь, будет дана новая энергия, новые силы для создания чего-то нового. То есть человек будет принимать, если брать, вот, допустим, мужчину, то мужчина будет принимать решение, все-таки выбор, оставлять старое, разрушать старое и делать выбор в сторону нового. В сторону нового, неизведанного. Человек будет двигаться в вашу сторону все-таки. Ну, пока, конечно же, спутанное сознание. Сейчас. Ну, это карта ускорения. Он понимает, что чем быстрее он будет двигаться, чем быстрее справляться с внутренними конфликтами, тут даже какая-то конкуренция может быть между вами, кто кого перемолчит, да, кто кого победит. Но здесь вот эти соревнования к добру, мало как приводят, да, здесь действительно нужно для того, чтобы развивать отношения, ускорение. И мужчина это понимает сейчас. Понимает, но пока абсолютно не видит, каким образом это сделать. Решение принимает головой. Сердце пока у него. Как бы сердце проявиться, написать вам что-то, возможно, ночью. На подсознании, смотрите, счастье, новые отношения, новые счастливые отношения, полноценные. Тут, семья, можно так сказать, да. Если не семья, то какой-то крепкий союз. Человек готов к отношениям. Это человек, парное животное, да. Что еще нам хотят здесь сказать? Значит, вы знаете, мужчина хочет погасить конфликт какой-то, который возникает между вами.
Такой вот какой-то хаосный, хаотичные такие вот движения вот сейчас происходят в паре. Абсолютно непонятные, да, абсолютно какие-то приливы-отливы. То да, то нет. То вперед, то шаг назад, вот как-то так. Переменчивость очень сильно. Довольно деликатно этот вопрос решить хочет, но здесь я вижу только проявление такое, знаете, несмелое. Несмело, потому что закрытый, да, сразу вот аркан такой, будто бы во мраке. А может быть, кстати, будет проявляться где-то вот посмотрите, как у кого проиграется. Мне будет интересно услышать ваши ситуации. Возможно, проявление человека будет с каким-то выяснением даже отношений по Луне, вот, ночью, может быть, даже в новолуние, с каким-то предложением в итоге. Интересно, а что это он хочет предложить нам? Ух ты. Угу. Ну, знаете, так вообще, что он к вам, заигрывая, будет иметь вот на подсознании что-то довольно-таки серьезное. Вот. Но боится, что вы откажетесь. Знаете, он боится правильно проявиться вот настолько, то есть он даже вот из рыцаря превращается в пажа, потому что не понимает, как вы отреагируете. Он бы и хотел предложить вам что-то серьезное, но боится. Ну, посмотрите, видите как? Вы пара для него. Он на подсознании держит этот факт как за основу, как за такую микроцель, не знаю, или макроцель, для того, чтобы хоть как-то действовать. Ну, тут даже не боязнь какая-то, а сомнение, да, вот по спутанности сознания, сомнение, что вы сможете отреагировать как-то нормально. И будет, ну, как-то так проявляться интересно, с юмором. Посмотрим. Расскажите, девчонки, как и мальчишки, да, как проявляется ваш молодой человек, либо девушка в отношениях. Давайте еще посмотрим, прям так интересно, что именно с этой позиции. Угу, ну, конечно, каким бы строгим, каким бы логичным, рассудительным не был он, вы-то императрица, вы-то женщина, которой равны, которой нет, в которой соединены абсолютно все стихии. Как же к вам так спокойно можно проявляться? Вы знаете, здесь еще говорит он о том, что карта прошлого и будущего. Я здесь вижу нечто большее. Я здесь вижу вот как-то так кармическое что-то. Здесь вполне возможно, что даже вот как-то он понимает, что в прошлой жизни вы были как-то связаны. Очень интересно. Ну вот так идут потоки. Угу. Да, смотрите, то место насиженное, которое он имеет, да, то вот самодовольство, возможно, сытый, довольный, физически ему хорошо, как я люблю говорить, да, но это будет ситуация трансформироваться, будет полное перерождение. Он меняться будет, я не знаю, на глазах, может быть, не на ваших глазах, но он сам себя не узнает. И что? Да, будет ставить точку на прошлом, видите, повторяется, и двигаться. Куда он будет двигаться? К паре, к созданию новой пары. Вот такая вот вещь. Смотрим дальше. Замечательный расклад. Я его просто обожаю, когда каждая позиция подтверждает другую. Вот. Посмотрим, насколько отыграется, насколько вам срезонирует вообще такие расклады. Выпадает карта, видите как, логического мышления, что-то отсекать, что-то будет, какой-то, возможно, разговор. Или у вас пока нет общего языка. Возможно, вы на разных языках общаетесь. Все может быть. Так, давайте эту позицию раскроем, что у нас скрыто. Почему на подсознании, да, где-то скрыто, что мужчина влюбленный вот со своей вот сердечной чакрой открытой, даже с закрытыми глазами, у него, он понимает, что он источает такую любовь. Видите, какой мужчина здесь. То, что и он любим, и он понимает, что и его любят, да, и он потрясающий, такой классный, любим. Угу. Так это манипулятор, соблазнитель. Красава просто, просто красава. Посмотрите, что он о себе говорит. Скрыто то, что он, естественно, любит вас, да,
И за этой всей любовью, чувствами скрывается, понятно, что сильнейшая страсть, но он будет проявляться к вам как-то очень неоднозначно, с какими-то манипуляциями. Я не знаю, насколько это плохо, хорошо, но это для него, я вижу, свойственно. Свойственно. Каким бы он закрытым не был человеком, здесь вот именно свойственно. То есть он не может просто так проявиться, да, ему нужно как-то вот показать себя во всей красе, какой он классный. Что-то он такое задумал. Какой он классный, самодостаточный. Да и понимаете как, вы-то для него кто? Королева, императрица, а здесь еще вот по 9 пентаклей, это нечто такое вот высокое в женщине, то есть та, которая, ну абсолютно, ей мужчины-то и все равно, ей так хорошо. Она достигла всего, мужчин возле нее очень много, не один. И он это понимает, поэтому он думает, что если он будет проявляться просто так и скажет о своих чувствах, заявит, да, то, что вот как бы скрыто, то ну, не прокатит, вы его так просто не встретите с распростертыми объятиями, да, и ему придется применять все ресурсы, все свои магические штучки. Не будем здесь о шаманстве говорить, но это скорее о психологическом таком, да, вот каком-то аспекте. Страстью, причем это король жезлов, это мега, то есть он покажет самого себя всего. Интересно, как он подготовится и как он будет проявляться, девчонки, расскажите. Давайте смотреть, карта выпадала. Так понятно, страсть, там все горит у человека. Класс. Что еще? Расскажите. Ждет подходящего момента. Подходящий момент будет тогда, когда он изменится. Все-таки это будет какое-то перерождение. Будет перерождение чувств, перерождение вообще всей ситуации в отношениях. Вот, девчонки, интересный, сильный расклад. Мне прям нравится. И мальчишки, давайте смотреть. Спасибо огромное. Просто повеселит. Давайте смотреть еще то, что явно. Явно это то, что сейчас ситуация в отношениях очень умеренная, очень такая, ну, не негативная и не позитивная. То есть тут каждый держит свой баланс, каждый держит свою точку зрения, не сдвигается ни вправо, ни влево. Будто бы каждый боится перешагнуть некую грань, тонкую грань, когда что-то нарушить. Будто что-то нарушить боится. Что один, что второй. Да. Ну, у вас получается держать такой баланс. И интересно, к чему это приведет. Давайте посмотрим все-таки. Ну, вот видите, каждый сидит и не решается двинуться с места. Угу. Холод в отношениях. Так. Угу. Интересно. Он же пентаклевый король, конечно. Ему сложно сейчас. Он уже познал всю красоту, как бы, возможно, знаете, как тут говорится, здесь мужчина понял, насколько бы ему было бы хорошо с вами. И ему прям сложно осознать, что сейчас ему нужно соответствовать этому всему. Но, вы знаете, это довольно так серьезно, потому что человек понимает, как бы сложно ни было в данной ситуации, он принимает на себя некий груз, да, обязанностей. Интересно. Ну да, ему, конечно, нелегко. Он сейчас находится, знаете как, он сейчас находится в той ситуации, когда, смотрите, когда приходится ждать. Когда приходится ждать, это женщина, которая находится сейчас с ним в отношениях, да, она буквально блокирует отношения с вами. Да. Ему вот как пентаклевому королю, как семьянину, либо мужчине, который ответственен за семью, будь там кто, мама, жена, бывшая, потому что тут действительно человек уже ставит точку. Ему сложно сейчас в этой ситуации, потому что ему приходится, ну вот как иметь такой, знаете, баланс, ответственность, нести ответственность именно в этой ситуации. Да, помогать, это помощь. Ну, это вызывает в нем довольно-таки противоречивые чувства, потому что
По 5 мечей, это, знаете как, он предает самого себя. Он уже смотрит в другую сторону, но ему приходится помогать и быть участником других событий. Помогать абсолютно не вам. Но в ваши отношения человек готов вкладываться. Готов. Я пока не вижу, знаете, прям конкретного движения. Она будет ставить точку. Но тут какой-то обман, иллюзии. Он понимает, что первые шаги не будут слишком светлыми, яркими, и нужно как-то схитрить. Интересно, по поводу чего хитрить собирается. Вы знаете, будто бы совершить побег в вашу и прибежать к вам, императрица дорогая, с подарком. Ну, замечательно просто. Да, но сейчас он довольно усиленно думает над этой ситуацией, как пересечь вот эту границу, грань, да, которая вас разделяет. Давайте сложим здесь и посмотрим на итог. На итог. Почему здесь кризис? Вот мне интересно, что за кризис такой? Вы знаете, без кризиса в этих отношениях не получится. То есть будут взлеты, падения все-таки. Не получится. Но вас очень сильно тянет друг к другу. Здесь еще может проиграться и проигрываться разница. Возможно, разница в статусе, разница в менталитете, в религии, в характерах, в силе характера. Кто-то является, да, вот как ягненок такой, кто-то очень сильным человеком. А вы знаете, это может все так переменчиво быть, потому что здесь вот действительно отношения очень были похожи, когда по сказке, когда один приходит, второй отворачивается, и наоборот, то здесь вполне возможно, что и каждый проявляется здесь по-разному. Но я бы хотела раскрыть еще на концовочку, что в итоге ждет эти отношения, да, вот между вами. Так, итог меня радует. Здесь солнышко. Это полноценное безграничное счастье по всем фронтам, по всем направлениям, всем сферам. Здесь будет счастье. Но я бы хотела раскрыть немножко больше, каким путем, какими сложностями. Ну, через познание друг друга, через познание самого себя. Второй старший аркан, третий в этом мини-раскладике, да, в этой части расклада большого. Ну, принимать решение придется, конечно, логикой, головой, как-то обдумывать ситуацию. Тут скорее, знаете, как лежит больше ответственность на мужчине, который сейчас, находясь в каких-то треугольных отношениях, возможно, но опять же, треугольник может быть разный, я так всегда вот говорю. Это может быть мужчина, женщина, работа, мужчина, женщина, другая женщина, мужчина, женщина, и здесь также может проигрываться мать. Ну, тут смотрите, какая у вас ситуация, тоже, девочки, расскажите. Ну, и в вашу сторону человек, видите, как? Это как пентаклевый король, то есть ответственный мужчина, который бы хотел бы уже более серьезных отношений, когда забота любимая, забота о каких-то семейных ценностях, да. Вот. И принимать решение придется отсекать что-то старое и уже действовать, знаете, привлекая абсолютно все свои ресурсы. Будто создавая некую магию такой отношений. Ну, 4 старших аркана. Великолепно. Вот, ну, здесь концовка очень-очень великолепная. Рядом с картой Солнце и Иерофант здесь вполне возможный достойный союз. Возможно, достойный союз буквально вот до заключения брака. Ну и тем более с королем Пентаклей. Дорогие мои, я рада была постараться для вас. Я хотела бы услышать, увидеть, прочитать ваши комментарии. Буду благодарна за лайки. Ставьте, пожалуйста, ваши лайки. Пишите комментарии. Всего доброго. Пока-пока.